Сломал последнюю стену между ванной и туалетом. Ну и еще предстоит работа с сантехникой, потому что вот здесь труба идет через весь санузел на полотенцесушитель. Надо, соответственно, ее перенести. Сам полотенцесушитель у нас будет в другом месте. Трубу эту сделать по уму как-то, чтобы она не занимала тут всю вот эту площадь. Стояк в ужасном состоянии, тоже надо поменять. Подача горячей и холодной воды не совсем удобно тут размещено. То есть все будем переделывать. В ближайшее время вызову сантехника и с ним распланируем, как и чего у нас тут будет проходить. Девочки постарались, помогли мне, облегчили труд мой, очистили комнату от обоев. Привет всем, друзья! Сегодняшнее наше видео будет посвящено установке или монтажу новых пластиковых окон в нашей квартире, а также поговорим о регулировке этих самых окон, поэтому досматривайте видео до конца, чтобы не пропустить самые важные и интересные моменты. Ну а прежде чем мы начнем, хотел поблагодарить вас. Прошлый ролик про то, как я ломал тут стены, набрал гораздо больше просмотров, лайков и комментариев, чем предыдущие ролики. Поэтому хотел сказать вам огромное спасибо за вашу активность. Продолжайте в том же духе, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Мне очень это приятно. Ну а мы начинаем. Утеплитель. Окна к нам приехали, я их уже поднял, подготовил для монтажа. Снял все стеклопакеты, створки, накрутил монтажные пластины. Единственное, что пока оставил защитную пленку на профиле, потому что предстоит еще очень много черновой работы, и пусть она защищает, и профиль останется чище и целее. Видео про подготовку и установку окон уже было на канале. Ссылочка появится где-то там в верхнем углу, подсказка на это видео, и оставлю ссылку в описании под этим видео, поэтому можете перейти посмотреть. То, что касается самих окон. У нас в квартире очень тепло, даже несмотря на то, что сейчас стоят старые деревянные окна, очень тепло. Поэтому мы не стали переплачивать там за какой-то более дорогостоящий профиль. Заказали обычный трехкамерный профиль. Единственный момент, что к нему заказали энергосберегающий стеклопакет. Это такой стеклопакет, который позволяет зимой теплу меньше выходить из помещения, из квартиры в данном случае, а летом меньше проникать в помещение. Таким образом должен создаться некий микроклимат в помещении, который будет идеален для проживания. Кондеры, конечно, вентиляторы и обогреватели никто не отменял, если вдруг что-то пойдет не так, но в любом случае энергосберегающий стеклопакет лучше, чем обычный. Так, едем дальше. Просили в комментариях озвучивать стоимость на материалы, которые будут использованы у нас при ремонте. Сразу скажу, что касаемо окон не стоит полностью ориентироваться на меня, потому что я очень тесно связан с монтажом и производством окон, поэтому для меня они получились дешевле, чем получится, скорее всего, для вас, если вы будете заказывать это в розницу. Ну, озвучу в любом случае. Значит, у нас одно трехстворчатое окно, одно двухстворчатое окно и балконный блок. Все вместе обошлось это мне порядка 40 тысяч рублей. Если вы будете заказывать в розницу, то это будет, скорее всего, где-то 50-55 тысяч рублей. Ну и если монтаж вы будете заказывать, не будете делать сами, а будете заказывать, соответственно, вместе с окнами, то накиньте еще где-то в районе 20, порядка 20 тысяч рублей. Вот такие суммы, на них надо, скорее всего, ориентироваться. Плюс-минус, там, в зависимости от региона, акций каких-то оконных компаний и так далее, на что вы можете там где-то поискать.
Но в целом вот такая сумма на окна. Ну и до этого нигде не озвучивалось, как подготовить и собрать балконный блок. Многие, возможно, не в курсе. Приходит он не в таком состоянии, как сейчас вы его видите, и не в таком состоянии, когда он уже установлен в проем. Приходит у нас отдельно рама окна со стеклопакетом или со створками и отдельно, соответственно, дверь. Перед монтажом вам нужно все это соединить воедино. Сейчас вкратце покажу. В комплекте вместе с рамой окна и рамой двери вам придет вот такой соединитель. У разных фирм, ну, имеется в виду производителей профиля, он выглядит по-разному, но суть его одна. То есть он перекрывает полностью щель, которая создается при соединении этих двух рам. Ну и создает такое декоративное, во-первых, декоративную функцию, во-вторых, функцию для того, чтобы между этими рамами не было продувания. Итак, чтобы подготовить это все дело, вам нужно со стороны окна желательно просверлить отверстие насквозь. То есть берется сверло четверка обычно, потому что в комплекте идут желтые саморезы 70-е, 70 на 4,2. Соответственно, используем четвертое сверло, сверлим отверстие через армировку, которая находится внутри рамы. Далее обязательно шов, вот здесь виден кусочек у нас пены. Пропениваем торцевую часть рамы двери, устанавливаем соединитель, затем пропениваем соединитель и устанавливаем раму окна уже самого. Они между собой защелкиваются более-менее плотно и дальше притягиваются уже саморезами. В моем случае этих саморезов 4 штуки. Ну и вот так сверху видно, где видны шляпки саморезов. Вот они 4 штуки, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, прокручены между рамой окна и рамой двери. Немного теории, друзья, прежде чем приступим к установке окон. Значит, по различным ГОСТам, СНИПам и так далее, там ТУшным всяким заданиям, перед установкой окон раму необходимо подготовить специальными материалами. Значит, есть саморасширяющаяся лента, ПСУЛ, она же называется. Она крепится у нас, получается, вот к такой плоскости рамы, только с наружной стороны. То есть вот здесь наклеивается, и она постепенно сама расширяется. Тем самым она должна закрыть монтажный шов, когда окно встанет в четверть. Но проблема в том, что четверти наши строители, особенно раньше, строили, ну прямо скажем, так себе. То есть там ни о каких уровнях речи не шло, поэтому очень часто этот ПСУЛ, он просто не имеет возможности перекрыть монтажный шов, и пена все равно так или иначе выступает за него. А когда пена, получается, на нее воздействует ультрафиолет, плюс влага, дожди там и так далее, она постепенно разрушается, теряет все свои свойства, соответственно, пойдет продувание, промерзание. Также по СНИПам можно использовать не ПСУЛ, а просто штукатурку. Соответственно, мы ПСУЛ использовать не будем, потому что четверти наши так себе. К тому же сами по себе четверти было бы неплохо отштукатурить и восстановить их нормальный красивый вид. Поэтому окно ставим без ПСУЛа и потом снаружи будем четверти штукатурить. На торцевую часть окна очень часто устанавливают пароизоляционную ленту, которая также защищает пену от влаги, которая идет со стороны квартиры. То есть она, обычная пароизоляционная лента не дает влаге проникнуть внутрь монтажного шва. В принципе, как бы она рабочая технология, но ГОСТы, знаете, люди пишут, разрабатывают там. Но на практике суть такая, что монтажный шов, потом идет откос. Откос снова пропенивается, очень часто откосы дополнительно утепляются, поэтому нет большой необходимости ставить вот эту пароизоляционную ленту внутреннюю, которая будет идти перед откосами, соответственно. Поэтому в нашем случае все достаточно просто. Мы подготовили раму, накрутили монтажные пластины, сейчас демонтируем окно и устанавливаем. Для примера вам я установил уже окно на кухне.
Очень солнечно, сейчас не знаю, захватит камера или нет. Ну вот, во-первых, вид самой четверти, видите, она такая полуоблезлая вся. Уже не очень просто красиво это внешне даже смотрится. Во-вторых, здесь у нас монтажный шов, пена слегка совсем уходит. А в верхней части она гораздо больше. Вот на этой части лучше видно. Здесь почти впритык. А наверху уже, ну, 1,5 сантиметра, наверное, горизонт. Не горизонт, вертикаль, в смысле, уходит у окна. Мы убрали первый ряд створок старого окна, демонтировали подоконник. Его просто подцепляете монтировкой и вытягиваете как бы в сторону квартиры. Он, по идее, идет на, часто всегда идет на досочках, на таких как бы закладных. И он достаточно легко вытягивается. Сейчас убираем второй ряд створок и демонтируем саму раму. У нас, блин, створки с гадскими петлями, в которых штырь вбить получается сквозь петлю. То есть ее нельзя просто подцепить вот так вот и снять, как обычные створки. А выбивать этот штырь, который там многослойным, многолетним слоем, вернее, краски, очень долго все это неудобно, поэтому створки просто выламываем. Вот так вот с корнем вырываем их, не жалея. Если, конечно, вы хотите сохранить окна куда-то потом там в свои теплицы, не знаю, и куда они вообще еще люди их используют, в общем, то тогда, конечно, вам такой вариант не подойдет. Надо как-то поаккуратнее это делать. Ну а если нет, то ломаем, не задумываясь. Вот у нас в доступе теперь все, только рама осталась. Если вы ни разу не демонтировали, этот совет вам пригодится. Чтобы было проще демонтировать раму, распиливайте ее, ну, примерно по центру, лобзиком, прямо до четверти. Здесь, кстати, нижней четверти нет, тут идет доска, выполняющая функцию четверти. Поэтому распиливаем раму и потом выдергиваем ее. Ну и вот, когда распилили, она по половинкам. У всех, конечно, по-разному, но в целом достаточно легко она потом выходит. Полусгнившая уже на самом деле тут рама. Дерево прям ломается вообще очень легко. Не знаю, как она защищала еще от холода и ветра. Ну и остаток, вот эти три, получают 2 вертикальных стойки, 1 горизонтальная. Я стараюсь не ломать уже, а целиком раму вытащить. Меньше трудозатрат, главное, чтобы она у вас не упала на улицу. Ну вот, как-то так. Сейчас это все уберу, чтобы освободить себе рабочее место. С проема лишний мусор весь тоже уберем. Пропылесосим слегка, чтобы лишняя пыль ушла. И будем ставить новую раму. Зачем пылесосить, друзья? Можно, конечно, и веником все это убрать. Но пылесосом гораздо проще. И делается это для того, чтобы вот, видите, такие выемки в бетоне, если они забиты пылью, грязью, еще чем-то, вы их просто можете не заметить, соответственно, пена ляжет поверх, там, возможно, потом будет какое-то продувание. Так вы пропылесосили, ну, очистили проем в целом, я не говорю там об идеальной чистоте, просто более или менее все видно, видны разрушения какие-то. То есть можно будет потом в дальнейшем видеть при установке окна, видеть, что и как и куда лучше поставить. Проем готов, с окна поддувает, вернее теперь с открытого проема, а на улице у нас конец октября,
поэтому шапочка на голове. Прежде чем к монтажу приступать, сразу подготовьте весь инструмент и материал, который вам необходимо, чтобы не бегать туда-сюда потом. Там шуруповерт, перфоратор, уровень, монтажные клинья, пистолет с монтажной пеной, что еще тут, пробки, молоток, в общем, все, что потребуется вам для установки, заранее подумайте и сразу поставьте, потому что не возник, чтобы в какой-то момент, что у вас тут стоит рама, вы боитесь, что она там упадет незакрепленная, а, не знаю, перфоратор у вас находится в другой комнате и некому вам принести его, помочь, поэтому, чтобы все было под рукой, все было где-то в доступности. В первую очередь будем ловить горизонт, и вам советую в первую очередь ловить горизонт окна и закреплять один из нижних углов. Ставим уровень, видим, что нам надо слегка, где-то там на миллиметрик примерно, приподнять угол за счет монтажных клиньев. Просто двигаем клинья в ту или иную сторону и ловим уровень. Дальше проверяем на всякий случай уровень по всем остальным створкам, чтобы нам видеть, изгибается ли рама где-то или нет. Так, у нас все отлично, здесь уровень пойман. Теперь будем крепить нижний угол рамы. Монтажную пластину слегка сначала вот так вот делаем внутрь, к раме, потом обратно. Она таким образом лучше примыкает к стене, и в дальнейшем, когда вы будете устанавливать откосы, она вам не помешает. Пока крепим на одну пробку, на всякий случай, мало ли нам придется где-то раму сдвинуть. И крепим ее в отверстие в пластине, которое позволяет как раз двигать туда-сюда раму. Готово. Так, горизонт мы поймали, закрепили нижний угол с этой стороны и с той стороны. Сейчас поймаем вертикаль по отношению к стене дома. Верхний угол просится немного внутрь. Чтобы он у нас не ушел потом в момент, когда будем крепить, также клинышек можно поставить и, не отпуская в целом раму, сразу закрепиться. И ставим пробку. Все отлично, все сделано. Ну и последний этап. Проверим вертикаль, либо диагональ, уже лучше даже сказать, рамы, чтобы в дальнейшем и стеклопакеты встали хорошо. И самое главное, чтобы створка встала хорошо и работала без нареканий. Смотрим вот этот уровень. У меня он уже идеально встал сразу. Если у вас вдруг нет, то толкаете тот или иной угол рамы. Также клиньями можно распереть, чтобы она стояла на месте. Клинья не убираем, пропениваем раму целиком всю, когда она стоит, у вас уровень везде пойман. Когда пена встанет, высохнет, можно будет клинья убрать и места, где были клинья, запенить. Так, рама установлена, закреплена. Не торопимся запенивать ее. Прежде нам надо установить отлив. Замеряем расстояние от четверти до четверти снаружи. У нас расстояние 1855 миллиметров. По четвертям берем отлив и отмечаем нужное нам расстояние. Как установить отлив? Буду показывать с внутренней стороны окна, чтобы не таскать камеру наружу. Полка отлива вот эта, да, она заводится под раму, вот так вот, и плотно примыкает к подставочному или донному или транспортировочному профилю, по-разному называют. Здесь расстояние чуть больше, так как сделано вместо, чтобы крепить подоконник. С наружной стороны окна там идеально, она как раз под отлив сделана. И просто притягивайте саморезами к этому подставочному профилю его. Вот такая картина должна получиться. Просто все притянуто саморезиками. У нас холодно уже, поэтому я сейчас все это дело застекляю, вешаю створку, но не буду пакеты до конца все штапики забивать.
чтобы потом, когда пена высохнет и мне ее надо будет подрезать и зашпаклевать, я смог бы спокойно доставить стеклопакет, выполнить все эти работы и установить его обратно. Если вы постарались в процессе установки рамы и по максимуму поймали везде уровень, то в идеале створка у вас после того, как вы ее повесили, должна закрываться без всяких там регулировок и без всего. Но про регулировки мы поговорим чуть позже в этом же видео. Так, ну вот, друзья, балкон самый показательный. Смотрите, о каком стуле может идти речь. Если здесь у нас монтажный шов, ну вот, просто пена немного торчит сейчас, но в целом вот такой и пошли вверх. И там все больше, 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 он больше, больше. Просто огромный. Вот такой уровень стены в доме, представляете? И да, кстати, тонкости установки балконного блока, что-то я их пропустил. Прежде чем запенивать, сначала навешиваете дверь, так как дверь тяжелая, особенно если она с нижним стеклопакетом, особенно если она будет без импоста вот этого среднего. Если вы будете начинать пенить без двери, здесь очень длинная рама получается, ее может... Либо вы ее в процессе установки могли утянуть, это называется бочкой, то есть она у вас разойдется в разные стороны. Либо, когда будете запенивать, пена расширяется и может сжать раму, рама станет так называемой рюмкой. В итоге потом, когда вы будете навешивать дверь на уже запененную, засохшую пену раму, она у вас может в проем нормально не встать и регулировать вы там замучаетесь. Поэтому сначала навешиваем дверь, закрываем ее, запениваем, даем пене встать, чтобы она такая прям стала уже достаточно плотная. Не обязательно дождаться полного высыхания, но чтобы стала плотная. То есть можно просто вот пальчиками потрогать, если она еще мягкая. Ну, значит, оставляем, пока ждем. Если уже стала плотной такой пеной, можно открывать дверь, пользоваться и все. Ставим стеклопакет и заканчиваем с этим совсем. Так, ну и немного поговорим про регулировку окон. В основном для регулировки створки нам нужна нижняя петля. Снимем накладку. У нас здесь существует два механизма, которые позволяют регулировать створку. Первый вот здесь вот под шестигранник 5 диаметра. Есть, конечно, специальный ключ для регулировки окон, но можно использовать обычный шестигранник. Либо с этой стороны в замочек можно подойти, либо открыв створку, попасть сюда. Давайте откроем створку. Вот здесь у нас виден доступ к нему. Спокойно шестигранник сюда входит и можно регулировать. Это у нас регулируется положение створки по горизонтали. То есть право-лево мы смещаем нижнюю именно часть створки. Верхняя, конечно, тоже двигается, но большую часть смещается нижняя. Вторая регулировка вот здесь сверху.
На разных фурнитурах немного все это отличается. У меня сейчас фурнитура Мака, есть Рота, есть Евгения Ауби. Но принцип в целом один и тот же. Вот здесь сверху есть еще такой же шестигранник. Соответственно, устанавливаем его. И при повороте створка у нас либо поднимается, либо опускается. Так, ну и третья регулировка находится у нас на верхней петле. Она получается с торца створки. Вот здесь вот не очень удобно до нее добираться. Вот висит шестигранник. Это у нас регулируется верхний уголок, вот этот. Он позволяет створке ходить также по горизонтали право-лево. На этом все, друзья. Окна установлены, все работает отлично. Я со своей задачей справился. Будем переходить к следующим этапам. Поэтому я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые видео, нажимайте колокольчик. Сколько раз мне уже вам об этом говорить. Ставьте все уведомления. Ставьте обязательно лайк этому видео или дизлайк, если оно вам не понравилось. Пишите комментарии, что именно не понравилось. Ну и, конечно, не откажусь от положительных комментариев. Всегда приятно после работы, после сделанной работы, после отснятого материала, всегда приятно получить что-то положительное в свой адрес. Поэтому не скупитесь, напишите пару комментариев, от вас не убудет же, а мне будет очень приятно. Ну, а вам спасибо, что смотрели это видео. Всем вам огромной удачи и пока.